Я вновь приветствую вас на нашем семейном канале. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию запеченное мясо в духовке. Оно подойдет как на ужин, так и к любому праздничному столу. Для этого я приготовила вот таким вот образом порезанное мясо. Нужно вот так вот смазать маслицем и распределить наше мяско. Так, нам нужно его посолить и поперчить. Вот так вот мы его посолим, поперчим. С двух сторон. Таким вот образом. Кусочки не должны быть очень толстыми. И желательно, чтобы не было никаких прожилок, была только чисто мякоть. Если кусочки у вас тонкие, в принципе, его не нужно и отбивать. Так, вот мы его перчим. И пока мы его отставим в сторонку. Шубку мы будем завешивать в одной емкости. Для этого нам понадобится яйцо, которое мы потрем в терочку одно. Мелко, очень мелко покрошен лучок. Таким образом. Вот этот рецепт, я не знаю, где я его взяла, но в нашей семье он существует уже очень-очень давно. Вы знаете, мне было у кого поучиться готовить. У меня тетка работала поваром в свое время. У подружки мама была поваром. Поэтому у каждой из них я что-то для себя обязательно приобретала. И вообще у меня такая привычка собирать рецепты. Так, вот у нас для этого нужны маринованные грибочки, примерно, ну, где-то грамм 150-200. Мы их мелко измельчим. Так вот, к рецептам. У меня очень много поваренных книг, вырезок из журналов. И вообще все в семье очень любят готовить. У меня очень хорошо готовит сын. Набирался опыта он на флоте. У меня набирался опыта. И, конечно же, мы любим друг друга удивлять какими-то блюдами. Но могу сказать только одно. Мы готовим только то, что будут есть. Если нам что-то не нравится, мы готовить это никогда уже не будем. Ну, грибочки тоже можете взять любые. Главное, чтобы они были маринованные. Чтобы у них была остринка. Так. Грибочки мы тоже отправляем сюда. Нашу мисочку. Сюда же мы отправим вот здесь примерно 3 столовых ложки майонеза. Сыр мы будем натирать полностью весь. Сыра-то сколько надо? Ну, сыра нужно грамм, я думаю, ну 200, наверное. Так, ну что, вот сыр я потерла. Немножко вот мы сыра добавляем сюда, в нашу шубку. А это мы оставим для того, чтобы потом посыпать это все сверху. На шапочку. На шапочку, да.
Теперь у нас пойдет картофель. Вот я взяла 2 небольшие картофелины. Мы тоже ее трем. Вот так. Вот картошечку я потерла. Вот для того, чтобы с нее сошел крахмал, я ее всегда возвращаю обратно в воду. Так она пусть немножко у нас посошло. И теперь мы ее отожмем. Тереть картошку нужно в последнюю очередь, чтобы она не потемнела. Вот таким вот образом мы это все укладываем туда. Так, и теперь мы это все размешаем. Нашу шубку. Вот так вот шубку мы размешали. Сыр я туда ложу для того, чтобы вот эта шубка, она изнутри схватилась. Остроты и соли, я думаю, что нам хватает. Ее подсаливать не надо. И сейчас мы ее будем раскладывать на наше мясо. Духовочка наша разогревается до 180 градусов. Шубку мы равномерно распределим на все наши кусочки. Вот так вот мы все распределили. Теперь все это посыплем нашим потертым сыром. Щедро и обильно. Сырочком. Отличный новогодний рецепт. Да. Отличный новогодний рецепт. Причем он не заставляет вас стоять долго у плиты. Все это делается очень быстро, как вы видели. За то время, что будет мясо стоять в духовке, вы сможете достаточно еще приготовить блюд для встречи гостей. Вот смотрите, как получается это все. Вот такие вот кусочки. И я ставлю это все в разогретую духовочку на 180 градусов. Вот так вот. Будем ждать, когда будет готово мясо. Друзья мои, вот посмотрите, какое блюдо у нас получилось на горячее. И сейчас я его буду пробовать. Это очень горячо. Стояло у нас это мяско примерно 45-50 минут в духовочке. Вот посмотрите, мяско вот под такой у нас оригинальной шубкой. Покажите-ка нам разрез-то в шубке. Очень вкусно. Вот смотрите, мяско готово. Вот оно. Запах просто восхитительный. Горячо, конечно. Но сейчас я попробую. Всем пока. Это очень вкусно. Всем пока.